Молодой парень из Филиппин, обосновавшийся в небольшом американском городе и снимавший там жилье, однажды в выходной отправился на прогулку. Но его прогулка неожиданно оборвалась, когда он наткнулся на маленького котенка, оставленного на улице в одиночестве. Парень изначально хотел пройти мимо, однако котенок так громко мяукал, что заставил его остановиться. При ближайшем рассмотрении он увидел, что белый котенок был обмазан каким-то липким веществом. Прохожий, проходящий мимо, предположил, что это клей, что парень вначале воспринял как шутку. Однако, коснувшись котенка, он понял, что мужчина был прав, тело животного действительно было покрыто клеем. Поняв, что котенок не выживет на улице, парень решил забрать его с собой. Впоследствии выяснилось, что котенка злонамеренно облили клеем дети. Незнакомец обратился к интернету за советом по удалению клея и нашел решение – использование растительных масел. Он купил несколько видов масел и взялся за трудоемкую работу. Парень несколько часов усердно оттирал маслом и губкой котенка, кричащего от боли. Клей с шерсти успешно смылся, однако на теле осталась корка клея. После дополнительных поисков в интернете он использовал кокосовое масло, которое помогло полностью удалить остатки клея. За время ухода за котенком парень осознал, что это девочка, и привязался к ней, решив оставить ее себе. Он назвал котенка Коко в честь масла, которое помогло ей. Позже парень и Коко обратились к ветеринару. Выяснилось, что котенок весит всего 450 граммов в возрасте 2 месяцев, что было крайне мало, и у нее был колит-цеевироз. Молодой человек исчерпал все свои сбережения, чтобы спасти Коко. Люди со всей страны откликнулись на его просьбу о помощи и собрали достаточно средств не только на лечение, но и на необходимые вещи для котенка. Лечение прошло успешно, и Коко выздоровела, хотя ей придется принимать лекарства на всю жизнь. Парень создал для нее страницу в социальных сетях, чтобы все могли видеть, как она растет. Таким образом, простая прогулка превратилась в масштабную спасательную операцию, в которой приняли участие многие люди. А вы когда-нибудь помогали брошенным животным? Поделитесь своим опытом в комментариях.